Вормхолы — крайне загадочный кусок спейса. Порой ты встречаешь человек 20, которые не могут собрать на тебя 10 городов и решают полностью тебя проигнорировать. Бывают люди, которые вообще не намерены с тобой драться, хоть и имеют хорошие шансы на победу. А бывают те, кто слегка удивляет своими стараниями. Одерживая победу над такими коллективами, ты не получаешь морального удовлетворения, понимая то, что противник приложил все усилия лишь для того, чтобы поглубже засесть в ловушку, построенную тобой. Всем привет, и это новое видео про PvP в Space. На этот раз я буду один, а в моем распоряжении будет всего несколько капиталов, чья-то цитка и окно на сабкапе. Этот бой начинался как 1000 других боев в Вормхолах. Мою наглю поймали во время фарма. Не совсем так, конечно. Вернувшись домой, я расканил систему и нашел C5 Stranger Danger. Посмотрев, что на основной ците всего один человек и заприметив сканерщика в спейсе, я решил чуть-чуть пофармить и посмотреть, что ребята смогут на меня сформить. Первая аномалька была Стронгхолдом и пролетела по обычному таймингу. Второй стал Гаррисон, где из-за двух сабкапитальных пушек на моем дреде мне катастрофически не хватало ДПСа, и мой фарм был похож на страдания. Страдания продолжались уже более получаса, когда соседи не выдержали и, видимо, решили спасти мою наглю от провала. Так как у меня не было глаз на вражеской ците, я лишь слушал вормхол, ведущий к противнику, у меня не было понимания, что там формится. Так что, постояв немного на аномалии, я все же решил уйти, забрав с собой пару дикторов. Пока нагля была в варпе на Астрахус, я проверил, что у противника всего 2 человека в Фортизаре. Это меня достаточно сильно удивило, и приварпав на Астрахус, я попросту скинул тезер. Не знаю, что было в головах у тех парней, но мой план однозначно им понравился.
На всякий случай уточню, что в фите Дреда капитальные пушки. Все это до сих пор было частью моего плана. У противника в условиях ограниченного количества игроков всегда есть два пути. Использовать свои капиталы или так и не убить мой Нагльфар. Звезды сошлись так, что когда я заезжал в этот вармхолл, я помог местному аборигену подефить его цитадели во время его отсутствия. Взамен я получил доступ к цитам. Я на удачу залогинил своего сканерщика и обнаружил доступ к контролю над Астрахусом и боевой фит. Не самый сильный, но это позволяло мне продолжать схлопывать свою ловушку.
какой-то момент противник набрал крит-массу. Под нейтролегионом и бонусами пульсара мне было тяжело танковать. Я закинул факс, что заставило противника покинуть поле боя. Череда переплетений рандомных событий, мой отварп Нинопоса над Стадель, доступ, который мне удалось получить, наличие роли оператора и боевой фит Стадели, противник, который так и норовил то двигаться ко мне, то от меня, хлопательный факс, который я привез, чтобы закрывать фармхоллы на фарме. Все ради чего? Ради 10 лярдов исок, которые позволят мне существовать следующий месяц в игре. Можно сколько угодно ждать у Вармхолла погоды, наиболее удачных раскладов, собирать свой флот, который точно одолеет противника, найди 10 гвардов, которые защитят тебя, пару баллов, которые точно высушат противника. Можно просто рискнуть. Не самый хороший план, но он дает свои плоды. На этом все. Если вам понравился контент с Воспейсом, то можно ставить свои большие пальцы вверх. Спасибо, что посмотрели, и до встречи на стримах.